Ну что, всем здравствуйте. Начинается прямой эфир. Тут камера подсветила меня. Я решил выходить в прямые эфиры, примерно делать это раз в неделю. Ориентировочно на этом YouTube-канале я это буду делать каждую среду в 20:00 по московскому времени. О чем будет эта трансляция? Да, на самом деле все обо всем. Все ваши вопросы, какие хотите, задавайте. Я буду делиться своим опытом, своим знанием в области сексологии, в области психологии, в медитативных практиках, так как я являюсь преподавателем медитации. Все, что хотите, спрашивайте, буду отвечать. Это моя такая первая трансляция. Сейчас посмотрю с телефона, как она вообще выглядит. Секундочку, захожу в YouTube. Пока у нас 0 подписчиков. Пока никто не присоединился к трансляции, но я думаю, сейчас начнут потихонечку заходить. Чат трансляции и запись чата останется. Можно будет посмотреть потом чуть позже саму трансляцию. Ну, наверное, пока никого нету, давайте расскажу о себе, кто я такой, чем я занимаюсь вообще, почему я сегодня вышел в эфир и буду выходить каждую неделю в эфир. Так, телефончик убираю. Ну все. Меня зовут Сергей Витищенко. Я психолог, сексолог. Также я преподаватель медитации. В основном у меня вообще 3 YouTube-канала по разным направлениям. Это YouTube-канал посвящен сексологии и психологии. Основные мои клиенты и с чем я работаю в плане сексологии – это СТОСН – синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. У меня уже разработана своя авторская методика, у меня есть сайт stosn24.ru, вы можете туда зайти, посмотреть отзывы, кстати, там большое количество отзывов, можете найти полезную информацию, как со стосом справиться самостоятельно, какие методы лечения есть, там про мое образование, кто я такой, соцсети, там все описано, можете с этим ознакомиться. Также ссылку на сайт я прикреплю к этой трансляции. Что еще? Что еще рассказать о себе? Сейчас, в данный момент, я нахожусь в Мексике. Мы сюда приехали буквально недельку назад, только более-менее обосновались. И настраиваем бизнес-процессы. Планирую в Мексике пробыть около 2 месяцев. Дальше посмотрим, что будем делать. Хотим посетить пирамиды, возможно, попробовать айваску. Я, по крайней мере, посетить какие-то культурные места в Мексике, познакомиться поближе с этой культурой, узнать побольше про этих людей, про индейцев, про майя, про ацтеков, про ту архитектуру, которая тут есть, про то наследие, которое тут было. Ну, в общем, на самом деле, Мексика вообще интересная страна, мы тут ни разу не были, и мы тут неделю живем, пока у нас глаза вот такие вот, все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы, не знаю, видим в магазинах, на пляже, дома, тут все... О, Сергей Б, салют. Сергей, приветствую. Так, напоминаю, пишите вопросы, задавайте, я буду на них отвечать честно, все как оно есть, как я уже и говорил, делиться своим опытом, знаниями в тех сферах, где я компетентен, в тех сферах, в которые я посвятил своей работе, специализации там, и так далее. Ну и не только. В общем, пишите, буду отвечать. Дальше, что про Мексику хотел сказать. В общем, ну что, страна прикольная. Единственный момент, то, что у нас языковой барьер. Мы до этого, года 2 назад, да мы вообще раньше там жили в США, путешествовали по миру, жили на Бали и так далее. И все время разговаривали на английском языке. А тут испанский язык. И испанский язык, единственное, что я выучил, это muchas gracias, gracias. Ну, в общем, у нас тут большие проблемы с языковым барьером. Элементарно, чтобы пойти в магазин купить чашку кофе, это вызывает трудности.
Кто же знал, что нужно учить испанский язык? Ну, кстати, испанский язык сам по себе мне нравится, он интересен, интересный такой акцент у них. Ну, я удивляюсь то, что тут очень мало кто понимает вообще английский язык. Про русский я вообще молчу, а про английский, по идее, у них тут соседи США должны знать английский язык. Ну, практически каждый хоть немножко, но не тут, ну, так не получается. Английский язык тут мало кто знает. Ладно, про Мексику, наверное, хватит. Так, что у меня с прической? Давайте поправлю прическу. Я просто вижу себя в камеру тут и... Что еще о себе рассказать? Как я уже говорил, по сексологии основное мое направление – это СТОСН. Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Также по сексологии я работаю с различными страхами, комплексами, убеждениями. Да масса психологических каких-то проблем, барьеров. Я думаю, у каждого есть какие-либо тараканы в голове. И тот, кто хочет как-то разобраться в себе, узнать, что такое настоящее, узнать свои настоящие желания, свои настоящие потребности, не навязанные обществом, не эго, то, что мы транслируем, какие мы хотим быть в обществе, красивыми, здоровыми, богатыми, счастливыми, там, уверенными, сильными и так далее, а именно настоящими. И чтобы соединиться со своей самостью, со своей настоящей именно сутью, быть тем, кем каждый из нас является в этом мире. И в этом плане я помогаю, опять же, и стандартная психология, терапия, использую в своей работе интегративные методы. Это не значит, что я, допустим, знаю только КПТ, только аналитическая психология, либо там, не знаю, что-нибудь другое. Нет, везде по немножку что-то я, как я уже говорил, я много что изучал, много что знаю. Из каждого какого-то направления я беру то, что мне кажется наиболее эффективным, наиболее классно приводит к результатам, тем, которые нужны клиенту в данный момент. Ну, допустим, там, избавиться от чего-либо, либо разобраться в чем-либо, либо да, психология – это такой большой-большой пласт. И тут можно говорить, мне кажется, дискутировать на эту тему очень-очень много. Так, прошло уже 6 минут трансляции, пока ни одного вопроса. Я вижу тут 4 зрителей, которые меня смотрят. Пишите, задавайте вопросы. Давайте с чего-то начнем. Что еще рассказать? Про свои, наверное, другие еще увлечения. Опять же, сексология и психология для меня это как увлечение, как хобби, так и заработок. Я получаю большое удовольствие от работы с клиентами, особенно когда клиенты ко мне обращаются с какой-либо, ну, я думаю, это нормально, это естественно, с какой-либо проблемой, мы работаем с ними на сессиях, и они от этого избавляются, получают тот результат, за которым они пришли. Естественно, от этого, как нормальный человек, я кайфую, то, что я сделал свою работу хорошо, я молодец. Также у меня есть увлечение, это по медитациям. Я являюсь преподавателем медитации, mindfulness, медитации осознанности. Сам я медитирую более 2 лет, даже, наверное, более 3 лет. Но постоянно практика, мне кажется, более 2 лет. И каждый день 20 минут в день, либо больше, иногда меньше, я занимаюсь медитацией. Мне это нравится. И в этом, на самой медитации я понял, как она меняет жизнь, как она трансформирует жизнь. Медитативные техники – это крутые такие штуки, это вообще это простые, бесплатные, эффективные инструменты. Медитация, прежде всего, это упражнение, это инструмент. Это не что-то такое, где мы там, не знаю, визуализируем третий глаз, у нас раскрылся, чакры раскрылись. Есть и такие медитации. И я ко всем медитациям отношусь нормально. Опять же, для каждой медитации есть своя цель. И можно послушать аудио какое-нибудь с Ютуба, можно какую-то ведомую медитацию, можно медитацию под мантры, можно визуализировать что-либо. Опять же, это все реально работает. Просто моя тематика – это mindfulness, это именно как упражнение, это именно как тренировка ума. Как я уже сказал, на своем конкретном примере я понял, что такое медитация. О, Илья, у меня есть несколько вопросов. Второй точнее. Илья пишет, у меня есть несколько видов медитации. Окей, отлично. На самом деле видов медитации большое-большое количество. Я лично разделяю медитации на 3 больших таких вида. Первый вид медитации – это динамические. Это медитации Оша, там, где мы работаем с нашим физическим телом, там, где мы
можем плясать, можем танцевать, можем как-то двигаться, там, где активно подключается наше физическое тело. Второй вид медитации, который я подразделяю, это концептуальные медитации, либо медитации на концентрацию, это медитации голосом, это медитация, допустим, смотреть на свечку, это медитация, когда мы набрали что-то в Ютубе, слушать медитацию онлайн, там, не знаю, раскрытие денежного потока, мы там включили в наушники, вот это медитация на концентрацию, медитация с какой-либо концепцией, которая есть. И третий вид медитации, который я, опять же, подразделяю, это mindfulness, это именно тренировка ума. Это такая практика, это как пойти в тренажерный зал. Допустим, если мы хотим накачать бицепс, у нас есть конкретное упражнение, мы делаем то-то, то-то, получаем это, результат такой-то, такой-то. Научные там обоснования и так далее, такие-то, такие. Ну, то есть это светская практика, такая европейская практика, западная практика mindfulness. Там никакого секрета, либо там, не знаю, там велосипед придумывать не нужно. Есть четкая практика, есть четкая методика. Когда вы ее делаете, вы достигаете того-то, того-то, того-то. Ну, то есть все то же самое, как в спортзале. Это как мы, если в спортзале тренируем свое физическое тело, то с помощью медитации mindfulness мы тренируем наш ум. Мы работаем с нашим умом. Илья пишет, самая сложная концентрация на дискомфорте в теле. Самое любимое – это концентрация на дыхании и на потоке мыслей. Типа не убираю их, а являюсь наблюдателем. Опять же, тут дело в том, что у каждой... Так, мы потихонечку уходим в медитацию, надо было на канале по медитации делать прямой эфир. Илья, я примерно вопрос твой понял. Тут, как я думаю, о каком виде медитации мы говорим. И, как я уже сказал, у конкретной медитации, вообще слово медитация, оно большое, оно обширное. И каждый, наверное, из вас что-то слышал, что-то знает, что-то представляет, что такое медитация. Многие представляют да все, что угодно, у каждого есть свой опыт. И вот тут вот самое главное, нам не ошибиться, и нам правильно понять медитацию, к какой цели она нас ведет и как ее делать, именно эту технику. И вот ты пишешь, самая сложная концентрация на дискомфорте в теле. Дискомфорт в теле будет всегда. Когда я сажусь в позу полулотоса и сижу более 20 минут, ноги затекают всегда. Вот все виды, все подходы к медитации, ну, не знаю, у меня их было там больше 1000 там, за пару лет. Так, Сергей Б., потом отвечу на ваш вопрос про упражнение Кегеля. Сначала про медитации Илье отвечу. И вот все подходы к медитациям, которые у меня были там 1000 раз, они все были разные. И практически во всех был дискомфорт в теле. Естественно, если вы сидите 2 минутки, либо 3 минутки, возможно, дискомфорт в теле его и не будет. Вообще суть на самом деле медитации – это расслабление. И себя насиловать, садиться в какую-либо позу, в какую-то асану, что-то делать так, чтобы тело ваше напрягалось. Ну, это не медитация. Медитация – это расслабление. А когда мы, если, опять же, человек не подготовлен, да можно просто сидеть на стуле. Я не говорю то, что нужно медитировать только там в позе лотоса, полулотоса и так далее. Можно просто сесть на стул, можно сесть в японском стиле и так далее. Но главное, чтобы тело было расслаблено, чтобы у нас не было борьбы именно с дискомфортом в теле. И теперь по поводу наблюдения. Самое любимое – это концентрация на дыхании. Да, я тоже люблю концентрироваться на дыхании, но, опять же, это вот именно концептуальная медитация. Это не mindfulness, но, опять же, есть свои плюсы и минусы у каждой техники. Это когда мы закрываем глаза, когда мы сели в расслабленном состоянии, и мы про себя повторяем вдох-выдох, просто вдох-выдох. Естественно, резонируем, то есть мы не представляем, нам нужен вдох-выдох для того, чтобы оставаться в состоянии здесь, сейчас. И мы про себя вдох представляем, как воздух входит, выдох выходит. Дальше. И быть наблюдателем. Да, наблюдателем – это, опять же, главная фишка в медитации, опять же, вот в том направлении, в котором я преподаю, которое я знаю, которое мне нравится. Это распознавание, осознавание чего-либо, мысли, физических ощущений, там, дыхания, всего что угодно. И отпускание. То есть 3 простых правила. Но это не простых, на самом деле, очень-очень сложно. То есть распознавание. Что такое сейчас пришло? Это мысль, это физический дискомфорт, это эмоции, это чувство. Также осознавание, что это такое, реально осознать, потому что распознать и осознать – это совершенно разные вещи. И отпустить это просто стать наблюдателем, опять же. Так, дальше. Ваше отношение к упражнениям Кегеля. Полезно ли? Конечно, полезно.
упражнения Кегеля для мужчин, для женщин. Да это крутая штука. Надо, кстати, мне кажется, даже снять видео. Сам я пробовал, пару раз всего выполнял, ну, потому что у меня, у меня не было таких причин, чтобы его выполнять. Но с теми клиентами, с которыми я работал, с моими коллегами, которые также сексологи, психологи, либо какие-то телесные практики делают, упражнения Кегеля, ну, как сказать, это, опять же, тут не нужно придумывать велосипед. Это реально крутая штука, которая работает, которая там, делаем по пунктикам и получаем такой-то результат. Упражнение Кегеля вот такая вот штука. Надо ее более, кстати, надо видео, опять же, записать на эту тему самому, во-первых, как можно больше попробовать, может, месяц поделать, либо курс, я не помню, там, по-моему, 2 недели. Я вот сейчас не буду точно говорить, сколько там оно делается. Ну, я представляю, что это такое, и пару раз в жизни его делал, и эффективность этого упражнения, я думаю, как сказать, оспаривать бессмысленно. Это крутое упражнение. Илья, дальше следующий вопрос. Я, когда сижу на стуле, у меня дискомфорт в пятой точке. Окей, в заднице дискомфорт, это нормально, это вообще, тут ничего такого нет. В пятой точке. Потом спина устает. Кстати, в медитации на самом деле есть таких два важных правила. Первое, это если вы сидите на стуле, даже или в позе лотоса, полулотоса. Если вы сидите на стуле, то прямая спина и ноги под углом 90 градусов. И если вы сидите в позе по-турецки, лотоса, полулотоса, то также должна быть прямая спина. Это очень важно, это важно с дыханием связано. Чуть позже я об этом расскажу. Потом спина устает, а далее плечи устают. Физический дискомфорт – это нормально, опять же. На медитация – это упражнение, это навык, это накопительный эффект. Если первые, там, не знаю, я вспоминаю, допустим, первые свои медитации, которые были там 2 года назад, 3 года назад, когда я ездил в студии йоги, на какие-то ретриты, на випассаны, для меня посидеть 3 минуты с закрытыми глазами, с прямой спиной, там, в позе, не знаю, либо на стуле, либо в позе полулотоса, это была просто какая-то адская пытка. Я все время ждал, когда же эта медитация закончится. Это всего было 2 или 3 минуты. То есть проходит время, мы все более и более свой скилл повышаем, и сейчас, там, не знаю, я могу там час просидеть, и это будет кайфово, я от этого получу большое удовольствие, я час просижу с прямой спиной, с ногами, без дискомфорта в теле. Даже если будет этот дискомфорт, то я его отпущу, я его буду просто наблюдать за этим дискомфортом, и он мне никак не, как сказать, этот дискомфорт никак мне не помешает во время медитации, это нормально. Так, дальше говорят, надо с прямой спиной сидеть, но тяжеловато, а лежа я могу уснуть. Все правильно по поводу лежа. Дело в том, что вообще мы медитируем в 4 пространственных положениях. Первое – стоя. Второе – ходячая медитация, она очень тоже эффективная. Третье – сидячая. Четвертое – лежа. Но дело в том, что когда мы ложимся, это опять же по своему опыту, по своей практике я говорю, когда мы ложимся на кровать, наш мозг автоматически, более на ту кровать, где мы спим, мы там можем накрыться одеялком, либо простынкой на удобную подушку, мы включаем, там, либо просто мы даже, либо без музыки, без ничего, либо начинаем медитировать, и наш мозг автоматически считывает, окей, ты лег спать, значит, ты хочешь спать, значит, давай отрубаться, значит, давай все свое, как сказать, внимание, внутренняя энергия уйдет на то, чтобы подготовка ко сну. И на самом деле это уже такая борьба получается. И часто у новичков, с которыми я работал и работаю до сих пор, одно из основных помех в медитации – это именно борьба со сном, и сидя, и лежа. Если совсем уже тяжело лежа медитировать, опять же, по каким причинам вы лежа медитируете? Почему вы не можете сидя медитировать? По каким причинам вы на стуле медитируете? То есть это все разбирается индивидуально, есть физиологические причины, и они, нормально. Это все, опять же, индивидуально. Но тут нужно немножко себя перебороть, немножко через силу воли. Если вы можете посидеть 2 минутки в позе по-турецки, либо вы можете подушечку положить под попу, и это нормально, сесть на что-нибудь такое, чтобы ваши ноги, как вам было удобнее сидеть. Главное, чтобы коленки были ниже пупка. То есть это все разбирается индивидуально. Лайфхаки такие, то, что медитировать лежа, это слишком такое простое. Это не значит то, что он правильный путь. Нет такого правильного, неправильного пути. Но это ваш мозг, ваше физическое состояние делает все, чтобы не соприкасаться, не идти в трудности. И нужно просто это исследовать, почему так происходит. Дальше. Кегель рулит, делаю его. Илья, все правильно говоришь. Илья, так, следующий вопрос. Кстати, мы, тут про сексологию, про психологию хотели говорить, а тут сейчас все вопросы про медитацию. Спасибо большое, Илья, за вопросы. Дальше. Кстати, нормально ли то, что я прибегнул к услугам
путаны, а теперь стыдно. Посмотрел 18+, захотелось сильно, а девушки нет. Поехал в итоге, отдал 4000, и у меня ничего не получилось. Упал. Нормальная ситуация. Вполне такого. И, во-первых, тут сначала мы говорим про стыд. Вот давай вот сейчас вот раз, мы сейчас будем говорить про сексологию и про психологию. Первое. Девушки нет. Эрекция есть. Я не знаю, Илья, сколько тебе лет. Гормоновые, как сказать, гормоны бьют ключом, особенно если это подходящий возраст, эрекции, там, не знаю, по утрам, по ночам там, и так далее. Что делать? Окей, один из выходов – это путана. Когда мы приезжаем к путане, часто бывает так, то, что именно мы визуализируем, мы представляем, когда мы смотрим порно, тогда все окей, проходит процесс мастурбации и оргазм, и самоизвержение. Но когда мы приезжаем по факту к настоящей путане, либо она к нам приезжает, неважно, там, не знаю, в 80% случаев эрекция вот такая. Почему так бывает? Чувство вины, чувство стыда различные, которые у нас есть в голове. Что нам говорит социум? Кто, там, не знаю, опять же, это различные убеждения, страхи, комплекс. Почему люди ездят к путанам? Которые по каким-либо причинам не могут найти отношения, которые не могут выстроить отношения с девушками, у которых есть какие-то физиологические либо психологические проблемы. Тогда за помощью обращаются к путане, либо по пьяной лавочке там, и так далее. И вообще у нас в обществе социальном, обществе, где мы живем, мы все живем в социуме, это порицается. Если ты поехал к путане, значит, что-то не то с тобой, значит, ну, опять же, в каких-то обществах наоборот, там, если ты поехал, там, не знаю, к женщине к путане, ты молодец, красавчик, давай, там, каждый день езди по путанам. Но в основном это порицается, и наше воспитание в детстве, наши ценности, то, что нам закладывали, это все очень сильно влияет на эрекцию. И почему часто как падает, когда реальная девушка, когда реальные отношения, у нас есть энергия, у нас есть движуха, мы добиваемся, у нас есть эротические ласки, у нас есть предварительные ласки, у нас есть свиданки, мы держимся с девушкой за ручку, когда ходим, мы целуемся, там, не знаю, в парке и так далее. Это именно жизнь, это именно процесс. А когда путана – это зацикленность на результате. Для чего нужна путана? Для чего нужна путана? Чтобы сделать несколько фрикций, там, 5, 10, 30 минут, и чтобы потом кончить. То есть нужен именно результат. А когда мы общаемся с девушкой, когда у нас есть какие-то отношения, это именно процесс. И вся фишка секса именно кайф от получения удовольствия и кайфа от процесса, а не от результата. Потому что путана – это результат, и она не дает всего того процесса, который есть с девушкой. В общем, вот такой вот вопрос. На самом деле, опять же, это стандартная, ну как нестандартная, это частая такая проблема. Клиенты часто с этим приходят, и мы это все обсуждаем. Дальше. Сколько лет не пользовался резинкой, была постоянная партнерша. Когда-то после неудачного похода понял, что нужно еще презервативы, нужной ширины. Почему в школе не объясняют таких вещей? Все правильно говоришь на самом деле. У нас в плане... Что у нас было в школе, когда я учился? Я помню, в 10 классе, по-моему, на уроке биологии пришла к нам какая-то женщина из аптеки, либо какого-то медицинского учреждения, раздала нам какие-то брошюрки, и по презервативу. Мальчику и девочке, буквально сказала 5 минут: ребята, вот презервативы, надевайте его всегда, вот вам брошюрка, всего доброго, до свидания. Что такое, как делать, для чего они нужны? Нет никакого вообще просвещения. У нас просто это и хорошо, это или плохо. Блин, это наша культура, это общество, в котором мы живем, это наш социум. То, что реально мало просвещения. Вот когда я был школьник, с кем я общался в плане, там, не знаю, что такое секс, как нужно правильно им заниматься, там, все эти подробности, нюансы. Я шел не к родителям, потому что, ну как я, пацан, пойду к маме с папой. Ну, почему-то у меня это было в голове, какие-то такие убеждения. Я шел к сверстникам, я шел более к старшим товарищам. Вот урок, не знаю, спрашивал, мы там что-то обсуждали. Это как, знаете, я помню до сих пор такой пример, когда там в 10 классе пацаны собираются и рассказывают. Вот у меня, я сейчас учусь в 10 классе, у меня уже было 15 девушек, а другой говорит, у меня было 25 девушек. Третий одноклассник сидит, семечко щелкает. У меня было 30 девушек. Как мне надоело постоянно заниматься сексом. В общем, вот такой вот было у нас половое воспитание. Мало было информации, вообще мало. И что мы... Сейчас у нас есть интернет. Казалось бы, там есть вся информация, мы можем выучить китайский язык, мы можем получить там, я не знаю, какую-то новую формулу по химии вывести, но там и много дурацкой
идиотской информации, какой-то там, не знаю, ерунды. И каждый из нас заходит в интернет, читает, смотрит, что там написано, какие-то специалисты что-то там пишут. Ну и, в общем, в голове хаос, кавардак, ты не знаешь, к кому обратиться. Твои сверстники, там, я не знаю, тоже там все преувеличивают из своих комплексов, из своих страхов, там что-то тебе начинают рассказывать, либо свой опыт начинают тебе передавать, тебе не нужен их опыт. Каждый проживает свою жизнь, тебе вообще пофигу, как у них на самом деле, правильно они делают, неправильно, это их жизнь, пусть они с этим и живут. В интернете тоже хлам, там, ну, очень много хлама, да, есть полезные статьи, да, есть полезные видео, крутые там и так далее, но их нужно найти, их нужно понять, и нужно быть готовым принять их, потому что часто бывает так, то, что ты читаешь реально полезную статью, и там пишут реально хорошие, крутые вещи, грамотные, и ты такой, твой мозг, так, этого я делать не буду, этого я не хочу, тут слишком сложно, тут что-то нужно делать такое, чтобы над собой что-то работать, и ты такой, не-не-не-не-не, какая-то ерунда написана. Так, дальше. Путана неудобная по комплектации, в салоне неуютно, плюс я пришел пешком, боялся, что не будет выбора был напряжен. Да это понятное дело, ну как сказать, ну реально это психологический стресс. Представь, ты сидишь дома, ты захотел путану, захотел секса, там, пока нашел ее в интернете, там, кинуть, не кинуть, сейчас же еще куча мошенников, нашел этот салон, созвонился, пошел пешком в этот салон, постоянно все мысли, путана, секс, как все произойдет, что будет потом, получится, не получится, она будет красивая, некрасивая. Ну, то есть ты постоянно это все крутишь в голове, у тебя крыша все едет, ты реально эмоционально уже такой напрягаешься. Опять же, секс – это не стресс, это расслабление. И ты приходишь, вот она путана. Говорила женщина по телефону одно, там фотография была другая, пришла третья, условия совершенно дурацкие. Ты думаешь, это притон, не притон, это путана, не путана. Ну, короче, понятное дело, это стресс. И во время стресса что? Ну, как сказать, там дело не до эрекции, ты напряжен эмоционально, у тебя там, тебе вообще не до секса. Грубо говоря, так. Как итог, решил отказаться от фильмов плюс 18. Это дело каждого, выбор каждого, хорошо это или плохо. Тут две разные вещи, что мы говорим. Мы говорим про просмотр порнофильмов, либо про зависимость мастурбации. И вот это две такие большие, обширные темы. И почему ты отказался от просмотра фильма плюс 18? Потому что много мастурбировал, и появилась зависимость, и какая-то нейронная цепочка создалась. Либо по каким... То есть это, опять же, это такая большая-большая тема. Вводных мы не знаем, я, по крайней мере, и я там не буду гадать сейчас на кофе, понятия не имею. Нужно это разбирать индивидуально, почему так, это хорошо или плохо. Вопрос, почему отказался. Хороший вопрос, опять же. Так, дальше. Сергей, Илья, от 10 тысяч больше за час. Красоток выбирай. 10 тысяч за час. Хорошая цена, 10 тысяч за час. Но на самом деле, может быть, там и путана, и 30 тысяч, и 100 тысяч. Дело абсолютно не в цене. Дело в эмоциональном состоянии, психологическом состоянии, в том стрессе, в том настрое, в котором мы хотим это сделать. И зачем мы хотим сделать половой акт с путаной? Для чего? Доказать что-то самому себе, либо обществу, либо социуму, либо вспомнить и либо наоборот как-то свою мужскую идентичность, свою мужскую мускулинность доказать с помощью сексуальности, с помощью акта сексуального. Ну, вот это, опять же, это индивидуальные такие разборы, и почему люди ходят к путане? Расслабиться. Ну, то есть это все большая-большая тема, и она так просто, без всех водных, это просто гадать. Мы не знаем, что по правде, это нужно разбирать эту ситуацию. Дальше. История, как наткнулся на канал. Задолбали истории о секс-подвигах. Набрал в поиске, чтобы узнать мнение об этом. И я тут. Илья, спасибо большое. Меня тоже задолбали истории о секс-подвигах. Как-то, да, опять же, наверное, приведу пример. Это было в Санкт-Петербурге, мы жили. Я ехал на такси с работы, там куда-то по делам. И такой пример. Сажусь я в такси. Я сажусь все время на заднее сиденье. Тут я сел на переднее сиденье. И тут мне мужик, таксист, я молчу. У меня там свои дела, у меня работа, у меня там голова забита. И мужик мне начинает рассказывать. Сидит мужик, лет 40, с таким животом. Ну, опять же, лицо такое, ну, немножко неприятное. Видно, когда человек не следит за своим физическим телом. Вот так вот. Я не хочу оценивать, не хочу через свой фильтр пропускать. Ну, это сразу же видно, то, что человек не следит за физическим состоянием. В общем, я сижу, молчу, и он мне такой начинает сразу рассказывать, на меня смотрит. И я просто для женщин как магнит.
У меня столько много женщин было всю жизнь. Тут недавно в Сочи ездил в отпуск на 2 недели, и там я каждый день по 5 девушек за ночь. Я с ними что только не делал, я просто магнит какой-то. Они ко мне липнут все. Я сижу на него смотрю, я молчу. Мне нахер его истории слушать вообще вот не надо. Про его женщин, про его истории, сколько он там с женщинами, как он там с ними, где он в отпуске. И он мне все это рассказывает в красках. Я на него смотрю просто вот офигевший, вот так вот думаю, что ж ты мне это рассказываешь? Сам-то прекрасно понимаю, ну, в чем, как сказать, дело в его комплексах там и так далее. И он мне мы едем, пробка там где-то в Санкт-Петербурге, он мне минут 20 про свои сексуальные подвиги, про свою жизнь. В школе у него там 150 девушек было, и до сих пор он говорит, блин, как бы мне избавиться от этого вот магнита сексуального? Они просто ко мне липнут, этот секс мне просто надоел вообще. Каждый день по 10 раз с разными девушками. В общем, он на меня смотрит, я молчу. Он меня спрашивает, а ты где работаешь? Я такой, а я сексолог, а я психолог. Вот разбираю как раз такие случаи. Он такой на меня посмотрел, замолчал, включил радио, какую-то песню, и все остальное время ехал молча. Ну, вот такая вот история. Это вот про секс-подвиги. Так, Илья, Сергей, страшно, что кинут. На фото одно, а выяснилось притон. Я тебя прекрасно понимаю, истории моих клиентов. Часто такое бывает, когда не только клиентов, моих знакомых там и так далее, когда, там, не знаю, заказывают путан. Во-первых, найти путан – это большая-большая проблема. Мошенников миллион. Во-вторых, там, как я уже говорил, по телефону он говорит, одна девушка, фотография, другая, когда приезжаешь, либо к тебе приезжает третья девушка. Как сказать, фотографии притона или этого места, салона, как там его называют, одни по факту совершенно другие. Ну, в общем, это все вообще очень-очень все. Дальше, потому что все жестче фильмы смотрю. Ты имеешь в виду про порно. Окей, опять же, это исследование. Почему ты смотришь все жестче и жестче? Что хочет твоя психика? Почему ты это делаешь? Почему ты от этого отказываешься? Что тебя стало теперь возбуждать? Окей, как сказать, нормальный классический секс, это я в кавычках, это понятие растяжимое. Окей, больше не возбуждает, больше нравится сексуальное насилие, какое-то доминирование, либо еще что-нибудь. То есть это все, к сожалению, я говорю, я не по кофе не гадаю, я не экстрасенс, нужно все разбирать, это все поверхностно. То есть нужно исследовать этот момент, почему так получается, почему все жестче и жестче твоя психика хочет смотреть различные порнофильмы, что с этим делать, почему ты отказываешься, ты это избегаешь, ты хочешь закрыть глаза. Ну, как, опять же, мы не знаем эту позицию, я сейчас только могу накидывать различные догадки, и где правда, да хрен его знает. Только мы правду узнаем, если будем только работать так, не знаю. Дальше. Секундочку. Илья. Сначала просто красивый секс, потом всякие БДСМ и так далее. Окей. Как я уже говорил, мы не знаем реальную историю. Почему так? Получаешь ты удовольствие от реального секса или нет? Если нет, то почему? Получаешь ли ты удовольствие от классического секса в порнофильмах? Если нет, то почему? Что за этим идет? Что привлекает именно в БДСМ? Откуда это идет? Это идет из социального окружения, это идет из социума, это идет из детства, из головы, из фантазий. Какие фантазии эротические есть? Ну, то есть это все разбирается на сессиях, раскладывается все по полочкам. Это все нужно копать. Это нужно копать в бессознательном, почему так все происходит. Это исследование. Ну, это вот это работа. В этом-то и заключается работа сексолога и психолога. Найти ответы, когда клиент приходит с запросом, с каким-либо вопросом, и с помощью специалиста мы докапываемся до тех аспектов, которые есть. Ну, в общем, так вот, грубо. Дальше. То, что он не может пригласить коллегу на свидание, но говорит, что она будет его девушка, говорит о том, что у него никакого секса в жизни нет. Да хрен его знает. Не может пригласить девушку на свидание. Ну, блин, наверное, до 23 лет я тоже, наверное, очень дико-дико стеснялся девушку пригласить на свидание. Я только мог, не знаю, там, выпить, там, для храбрости, там, не знаю, покурить, там, пачку сигарет, потом только, там, пригласить, попытаться написать смс-ку, либо еще что-нибудь. В то время были смс, там, не было социальных сетей, либо где-то вживую познакомиться.
пригласить на свидание, это реально стресс. Это, блин, я по себе знаю. И я сейчас думаю, это тоже сейчас стресс. Опять же, все зависит от состояния уверенности, от состояния себя, о том, как ты знаешь себя. Что значит пригласить девушку на свидание? Там два варианта развития событий. Либо согласиться или не согласиться. Если не согласиться, то это начнет самогнобление, самокопание, обесценивание. Это начнет травма. Почему со мной не пошли на свидание? О, боже мой, со мной что-то не так. Что за ерунда? Ну, то есть, на самом деле, это большая-большая проблема. Пригласить девушку на свидание. Нужна уверенность, нужна сила. Это нужен, опять же, либо какой-то опыт, а если еще был до этого какой-либо негативный опыт, там, знакомство с первой девушкой, ты ее приглашаешь на свидание, она не идет. Знакомство со второй девушкой, ты ее приглашаешь на свидание, она не идет. И тут знакомство с третьей девушкой, да нахер надо ее приглашать на свидание. Ну, как бы, вдруг она так же откажет, как и две предыдущие, и образуется травма. И наша психика нас будет оберегать и делать все, чтобы не приглашать третью девушку на свидание. Потому что это страшно. Ну его нафиг. Задача нашей психики, задача нашего мозга. Это нас оберегать от всего. Это нас сохранять. Ну то есть тут задача психики. И надо сказать спасибо нашей психике. То, что где мы находимся здесь сейчас, до чего мы дошли, до чего мы дожили, что у нас есть. То, что психика нас оберегает, нам помогает. Но где-то она это делает чересчур очень сильно. И вот задача специалиста, задача клиента, когда собираются, когда клиент приходит к специалисту, они это обсуждают и находят различные пути, чтобы, как сказать, не обмануть психику, какое-то такое плохое слово, а зайти с другого пути, создать новую нейронную связь, объяснить нашей психике, нашему мозгу, нашему сознанию то, что, возможно, другие варианты событий можно сделать по-другому, там, и так далее. Опять же, это работа сексолога и психолога. Дальше. Реальные анкеты. Привет из Петербурга. Привет. В Петербурге я жил, мы с женой жили, сколько, наверное, года, да я уже не помню, сколько, на Фрунзенское метро, чуть меньше года. Я там работал в компании Golden Bridge, ну ладно. В общем, Петербург, сам город, нам в Петербурге понравились эти пышечные, не пышечные, а может, пышечные. Короче, где булочки продают вкусные. Вот булочки вот такие на каждом углу. Как же эта сеть-то называлась? Не пышечная, на F или на В. Как? Ну ладно, короче, неважно. Так, Сергей Б. Будет запись стрима? Да, конечно, будет, Сергей, без проблем запись останется, тут ничего такого нет. Я думаю, еще минут 15 поболтаем. Это, опять же, это первый мой стрим, первый мой опыт выйти. Я думаю, по продолжительности он будет где-то около часа. И каждую среду в 20:00 по московскому времени я теперь буду выходить и вот так вот все обо всем, не знаю, писать, говорить там, ну, как-то вот быть с вами на связи. Большое спасибо, то, что вы пишете комментарий. Сергей Б. Надо бежать. Окей, счастливо. Спасибо большое за комментарий. Так, и Илья пишет. Коллега просто хвастается о похождениях, на коллегу не зовет. А, вот это мы уже обсуждали. Много таких хвастунов, много таких, кто свои, как сказать, сексуальные подвиги рассказывают в красках, в подробностях, как они, сколько, какие они крутые, сколько у них было девушек, сколько у них было свиданий, да, им легко познакомиться с любой девушкой в любом месте там и так далее. Это их выбор, это их психика, это мы не знаем, почему они так делают. В большинстве случаев, когда так происходит, то это говорит об обратном. То, что либо они свои фантазии, как сказать, они выдают желаемое за действительное. Опять же, мы не знаем, почему они так делают. Но тот человек, который вот так вот хвастается, у которых там активная половая жизнь, все у него круто, все супер, со всеми может познакомиться, как я уже говорю, как показывает практика, как показывают клиенты, клиенты моих коллег, с кем клиенты работают, которые с моими коллегами, все совершенно наоборот, часто бывает. Вот так вот. Так, какие еще вопросы? У нас уже 3 зрителя, 2 лайка, крутяк. Мне кажется, первый стрим отлично вообще идет. Кстати, как фон, как меня вообще слышно, видно, нормально? Нет, тут просто на самом деле дико жарко. Погода плюс 34 градуса, я тут уже весь вспотел. За окном тут собаки лают. Это Мексика. Как, кстати, качество картинки? Я подцепил не камеру от ноутбука. Так, а вообще, зачем я надел наушники, если я говорю в этот микрофон? Что-то я затупил, только сейчас понял, зачем я вообще надел. Так,
Илья написал, Илья, спасибо большое, качество окей, наушники. Я вообще не понимаю, зачем я ходил. Я говорю, у меня просто два микрофона на камере Logitech, который висит на ноутбуке. Не думал, что ДПДГ – это полезная вещь. ДПДГ – это вообще крутая вещь. И она очень-очень серьезная, она очень мощная. И на тех сессиях по сексологии часто я делаю при стосне практику ДПДГ, но она не полная, она обрезанная. Полная, как сказать, техника ДПДГ и сам. Вообще там есть много модулей, даже не модулей, а много протоколов. Она делается гораздо больше по времени. И все зависит, естественно, от запроса, что это такое. Это страх, убеждение, это стос, это все, опять же, индивидуально. Кому-то она подходит, кому-то не подходит. Но сама по себе техника ДПДГ, она мощнейшая, она крутая. Опять же, вот такой просто вот лайфхак скажу, там, ДПДГ используют в американской армии, ДПДГ используют в МЧС России в медицинных катастроф, когда что-то происходит, такое жесткое, там, не знаю, взрывы, там, я не знаю, какой-то катаклизм природный, и человека нужно быстро вывести из состояния паники, состояния тревоги, состояния, когда он вообще не соображает, что происходит. В МЧС России реально используют ДПДГ, потому что это реально крутая, эффективная, быстрая техника. Но она, как я говорю, она серьезная, к ней нужно серьезно относиться, это не шутки нифига. Третье, ДПДГ используют ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. То есть ДПДГ – это мощнейший инструмент, и у нее очень много протоколов. Опять же, ДПДГ, ЕМДР, ДПДГ – это российская аббревиатура, ЕМДР – это американская аббревиатура. Это все примерно одно и то же, ну не примерно, это есть одно и то же. Это просто разные учителя, разные школы и так далее. Придумала ее Фрэнсис Шапира, женщина, которая жила в Нью-Йорке, которая сама страдала различными заболеваниями. Она сидела в парке на Манхэттене. Кстати, в Нью-Йорке мы жили тоже, в парке в этом я бегал. Круто. Вот саму технику и начала, и все больше и больше ее развивать, и все больше и больше протоколов исследовать и делать. По-моему, в 90-х годах или 80-х годах прошлого столетия, сейчас вот не помню конкретную цифру. Потом там много стало ответвлений от самой практики ДПДГ, самих протоколов стало много от EMDR. Ну, в общем, крутая техника, крутая практика. Я как-то купил курс, а там в подарок дали доступ к сервису, где был тренажер для ДПДГ. Решил сделать просто ради интереса. Круто работает. Получается, чтение – это тоже, по сути, ДПДГ. Нет, то, что вы купили курс, круто, там есть практика ДПДГ, круто, делать ее можно. Тренажер, на самом деле, я очень много видел тоже различных онлайн-программ, YouTube-видео, где там шарик вот так вот, есть тренажер, есть очки специальные, есть там такие большие очки, которые одеваются на голову, есть большое количество тренажеров, связанных с ДПДГ. И вопрос заключается в том, что круто работает, согласен, получается чтение, это тоже по сути ДПДГ. Нет, когда мы читаем, хотя мы глазами, допустим, вот трынь, это немножко не ДПДГ. Когда мы делаем ДПДГ, там должны быть определенные составляющие, там должна быть методика, должны быть упражнения. Опять же, с другой стороны, там, не знаю, там, ДПДГ – это десимбилизация, переработка движения глаз. Это поочередное включение левого и правого полушария мозга. Это мы делаем с помощью движения. То же самое, как велосипедист, который едет, и он также поочередно включает левое и правое полушарие мозга. То же самое, когда мы идем вперед, мы ногами, мы тоже поочередно включаем правое полушарие мозга и левое. Вот мы сейчас вот берем вот в данный момент вот так вот. И мы тоже сейчас включаем, мы направляем внимание нашего мозга на правое и левое полушарие мозга, чтобы наша информация обрабатывалась не так, как раньше, через одно полушарие мозга, а чтобы именно через два. И опять же, там есть определенная техника, определенная методика, определенный протокол, что должно быть еще. Это не просто мы, допустим, идем гуляем по парку, и мы уже делаем автоматически ДПДГ. Либо мы читаем книгу, так вот быстро глазами вводим, и мы автоматически делаем ДПДГ. Нет, это немножко не то. Дальше. Потому что на работе стал читать, и стресс пропал, перестал злиться на проблемных клиентов. Отлично. Опять же, ДПДГ такая штука, такая практика, которая реально помогает. И тут вот сколько людей на Земле, сколько там, 8 миллиардов сейчас, не знаю, столько на самом деле упражнений, техник, методик, практик. И если ты нашел тот инструмент, который реально тебе помогает, и ты в этом, как сказать, это не какие-то байки, это не какие-то рассказы, это реально твой живой опыт.
где ты получаешь конкретный результат. Окей, делай его, расширяй его. И, как сказать, это классно, это нормально. Опять же, если мы берем, там, не знаю, 10 человек, и с каждым из них делаем ДПДГ, то 9 человек получат крутой результат, и у них что-то поменяется, что они хотели, там, от чего-то избавиться, что, ну, неважно, они получат результат. А 10 не зайдет, и это нормально, это окей. Все люди разные, психологическое, физическое состояние, эмоциональное, весь багаж знаний там разные, в разных социумах, культурах, в обществах мы живем. То есть это вообще нормально, кому-то заходит, кому-то не заходит, это нормально. Перестал злиться на проблемных клиентов. Проблемные клиенты, опять же, это нормально, проблемные клиенты, и, блин, ничего с этим не поделаешь. В каждой сфере, мне кажется, в сфере продаж, в сфере услуг, в магазине, да, вообще где угодно, где есть клиенты, так сказать, и всегда есть проблемные клиенты, и к этому надо нормально относиться. Ничего с ними не сделаешь. Всегда они есть. Это то же самое, как, не знаю, всегда есть хейтеры, там, не знаю, в любых соцсетях. Это тоже нормальная ситуация, нормальное явление. Тут ничего такого нету. И они у меня есть, да, они у каждого человека есть. У кого есть там YouTube-канал, Дзен, да, все что угодно. Кто в социальных там сетях как-то себя транслирует, проявляется и так далее. Так, Илья, такой вопрос. Ты вот написал про качество картинки, то, что классное. А вот звук нормальный? Нет, тут нормально меня слышно? Вот буду тебе очень сильно благодарен, если напишешь, как звук. Просто я вот, опять же, я как дурак сидел в этих наушниках, не знаю, зачем я их надел, когда у меня 2 микрофона есть на камере, если дашь обратную связь. И вот нас сейчас смотрят еще 3 человека. И отпишите, что вы думаете, как вам стрим, заходит, не заходит, какие вопросы развить, может, какую-то звук хороший, спасибо большое, Илья, благодарствую, респект. Может, следующий стрим какую-то тему, допустим, выбрать и про нее уже более подробно рассказать, там, что-то из сексологии, психологии, да, не знаю, что хотите, как бы, напишите, может, какие-то пожелания и так далее. Либо просто так же, вот, там, не знаю, в среду в 8 часов вечера по Москве выхожу и там, не знаю, отвечаю на вопрос, там, рассказываю какую-то историю и так далее. Надо делать анонсы стрима, больше людей придет. Блин, согласен, вот тут все приходит с опытом, опять же, вот у меня опыта стримов таких не было, я вот первый раз сейчас сел, и вот буквально на коленках все собрал. Правильно говоришь, надо делать, буду делать, все верно. Ну что, спасибо большое, Илья, Сергей, всех тех, кто смотрел. Встречаемся через неделю в среду. Так, сегодня среда. В 20:00 по московскому времени. Сделаю перед этим анонс. Илья, спасибо большое. Сергей, спасибо большое. Еще те зрители, которые смотрели, и кто потом посмотрит это в записи. Чат останется, запись останется. Заходите, смотрите. Да и все. Хорошего дня в Мексике. В Мексике же день. Да, в Мексике сейчас день, сейчас время 12:46 по местному времени. Разница с Москвой, по-моему, 8 часов или 12, я сегодня путаю, по-моему, 8 часов. Все, спасибо большое, Илья. Хорошего дня, тебе тоже желаю. Всем подписчикам желаю хорошего дня. Кто смотрел, кто будет смотреть записи. Да и все, в принципе. Встречаемся через неделю. Всего доброго, до свидания.